Сегодняшняя история о спокойном достоинстве ветерана, болезненных переживаниях владельца закусочной и пути сообщества к единству. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть эту трогательную историю об искуплении. Раннее утреннее солнце заливало маленький американский городок золотым сиянием, отбрасывая длинные тени на мощеные улицы и причудливые витрины магазинов. Центральная достопримечательность города, закусочная Рикс, напоминала о простых временах. Ее неоновая вывеска слабо мерцала, служа маяком для местных жителей, ищущих утешения в привычной чашке кофе и кусочке пирога. На протяжении десятилетий это было место, где собирались люди, где обменивались историями и где воздух был наполнен смехом. Дэвид Джонсон – человек, чья жизнь была отмечена служением и самопожертвованием. Припарковал свой старый пикап возле закусочной. Прежде чем выйти, его обветренные руки на мгновение сжали руль, суставы протестовали против движения. Дэвиду было за 70, он был ветераном, участвовавшим в конфликтах, о которых большинство жителей города только читали в учебниках истории. Медали, которые он хранил дома в маленькой шкатулке, были свидетельством его храбрости, хотя он редко говорил о них. Это был человек со спокойным достоинством, державшийся с грацией человека, который столкнулся с худшим и вышел из него сильным. Звонок в дверь кафе возвестил о его прибытии, и на мгновение обычный гул разговоров прекратился. Дэвид кивнул нескольким знакомым и с легкой улыбкой направился к своему любимому месту за стойкой. Воздух наполнился запахом свежесваренного кофе и поджаривающегося бекона, вызывая чувство ностальгии. Но сегодня было что-то другое, какое-то скрытое напряжение, которое Дэвид не мог определить. Из-за стойки из кухни появился Рик Хендерсон. На его лице застыло жесткое выражение, обычное веселое поведение сменилось чем-то более холодным. Рик, владелец закусочной во втором поколении, всегда был загадочной фигурой в городе. Хотя он был известен своим искренним смехом и крепким рукопожатием, о его глубоко укоренившихся предубеждениях шептались, но никогда открыто не высказывались. Дэвид моргнул, его улыбка погасла. «Я вижу это прямо здесь, Рик, только что из духовки». Рик повысил голос, напугав других посетителей. «Я сказал, что мы уходим». Он сделал шаг назад, его жест был таким же оборонительным, как и тон. «Вообще-то, сегодня мы закрываемся пораньше. Вам нужно уходить». Атмосфера в закусочной стала тяжелой, тишина оглушительной. Все взгляды были прикованы к Дэвиду, который застыл на своем месте. В воздухе повисла резь от слов Рика. Он медленно поднялся, его руки слегка дрожали, когда он встретился с остальным взглядом Рика. «Я чем-то обидел тебя?» Голос Дэвида был ровным, но в нем слышались нотки недоверия. Лицо Рика исказилось в усмешке. «Ты и так многое сделал, просто войдя сюда. Я не обслуживаю таких, как ты, в своей закусочной. А теперь убирайся». Эти слова поразили Дэвида, как физический удар. Его мысли вернулись к тому времени, когда подобные предрассудки были обычным делом, к тем моментам, которые, как он думал, остались в прошлом. Это был не просто отказ в обслуживании. Это было унижением его достоинства, отказом от человечности. Когда он повернулся, чтобы уйти, с опущенными в знак поражения плечами, молодая женщина за соседним столиком встала. «Это неправильно», — сказала она дрожащим голосом. «Вы не можете так с ним обращаться». Рик повернулся к ней. Его лицо пылало от гнева. «Это моя закусочная, и я буду управлять ею так, как считаю нужным. Если вам это не нравится, вы тоже можете уйти». Женщина колебалась, разрываясь между желанием настоять на своем
и страхом конфронтации. В конце концов она села обратно. От стыда она опустила глаза. Дэвид вышел из закусочной, и звук закрывшейся за ним двери эхом отдался в его ушах, как последняя нота панихиды. Снаружи теплый солнечный свет казался жестоким, словно насмехаясь над болью, которая теперь тяжелым грузом давила на его сердце. Когда Дэвид забирался в свой грузовик, его руки, сжимавшие руль, дрожали. Он смотрел вперед, и унижение и обида накатывали на него волнами. Воспоминания о его юных годах, когда он сражался не только за свою страну, но и за сами идеалы равенства, всплыли на поверхность с болезненной ясностью. Было ли это тем, ради чего он пожертвовал собой? Мир по-прежнему скован предрассудками и ненавистью. Посетители закусочной хранили молчание. Их разговоры перешли на приглушенный шепот. Некоторые поспешно оплатили счета и ушли, не желая поддерживать такую вопиющую дискриминацию. Остальные остались либо слишком потрясенные, чтобы двигаться, либо молча соучастники действий Рика. Рик со своей стороны стоял за прилавком, и на его лице была смесь упрямой гордости и беспокойства. Он действовал в соответствии с убеждениями, заложенными в него его отцом, человеком, который воспитал его в духе устаревших и сеющих рознь идеологий. И все же, даже Рик не мог избавиться от гнетущего чувства, что он переступил черту. На парковке Дэвид сидел в своем грузовичке, стиснув зубы, а в его глазах зажглась искра решимости. Он был во многом ветераном, отцом, уважаемым членом общества. Чем дальше он уходил от места, где его публично отвергли, тем сильнее разгорался в нем огонь. Он был не из тех, кто зацикливается на горечи или ненависти, но и просто так уйти от этого он не мог. Десятилетия назад он боролся за идеалы справедливости и равенства. И сегодня он решил, что будет бороться снова не только за себя, но и за всех, кто когда-либо был отвергнут, принижен или дегуманизирован. Дэвид не был уверен, с чего начать, но он знал, кому может доверять – своему сыну. Маркус вырос, слушая рассказы своего отца о войне и последовавшей за ней борьбе. Уроки, которые привили ему непоколебимую приверженность справедливости и равноправию. Чего Дэвид не ожидал, так это того, как далеко Маркус зайдет в своих ценностях. Теперь он сенатор Соединенных Штатов и ярый защитник гражданских прав и проблем ветеранов. Маркус стал маяком надежды для огромного количества людей по всей стране. Когда Дэвид подъехал к своему скромному дому, он сразу же поднял трубку. Едва на линии раздался звонок, как Маркус потеплел. Ответил знакомый голос. «Папа, все в порядке?» Дэвид колебался, не желая обременять сына своими проблемами. Но боль была слишком острой, несправедливость слишком вопиющей. «Я в порядке». «Сынок», — начал он, и его голос звучал тверже, чем он себя чувствовал. «Но сегодня кое-что произошло, о чем, я думаю, тебе нужно услышать». В течение следующих нескольких минут Дэвид тихим, но твердым голосом рассказывал о событиях в закусочной. Он описал унижение, холод в глазах Рика и то, как другие посетители сидели молча, не желая или не имея возможности вступиться за него. На другом конце провода Маркус внимательно слушал, его обычное спокойствие сменилось тихой яростью. «Папа», — наконец произнес Маркус, и в его голосе прозвучала решимость. «Дело не только в том, что случилось с тобой. Это касается каждого жителя этого города, которого когда-либо заставляли чувствовать себя неполноценным человеком. Я буду там завтра». Верный своему слову, Маркус прибыл на следующее утро, и его присутствие привлекло внимание еще до того, как он заговорил.
Он был высок и элегантно одет, излучая спокойную уверенность человека, который участвовал в бесчисленных битвах на политической арене. Но когда он вышел из машины перед домом Дэвида, его поведение смягчилось, и он крепко обнял отца. «Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти», — сказал Маркус. Его голос был полон эмоций. «Но я обещаю тебе, что мы все исправим». В тот день они вдвоем отправились в центр маленького городка. Маркус уже разрабатывал план, его многолетний опыт руководил каждым его шагом. Его не интересовала месть или публичное представление. Вместо этого он увидел в этом возможность вызвать перемены не только в Рикс Дайнер, но и во всем сообществе, и их первой остановкой стала сама закусочная. Когда они въехали на стоянку, Маркус заметил толпу зевак, собравшихся снаружи. Слухи быстро распространились, и было ясно, что многие пришли посмотреть, как будет развиваться ситуация. Маркус вышел из машины с непроницаемым выражением лица и направился ко входу в закусочную. Дэвид следовал за ним по пятам. Внутри Рик Хендерсон вытирал стойку, его движения были механическими, звякнул колокольчик над дверью, и Рик поднял взгляд, когда встретился взглядом с Маркусом. Руки Рика дрожали, когда он откладывал салфетку. «Послушайте, я не хочу неприятностей», — пробормотал он, заикаясь. «Я просто вел свой бизнес так, как учил меня отец». Маркус слегка наклонил голову, его взгляд был пронзительным. «Управляйте своим бизнесом, отказывая в обслуживании ветерану с наградами? Человек, который сделал для этой страны больше, чем большинство из нас может себе представить. Помогите мне понять, насколько это приемлемо». Рик неловко поерзал, оглядываясь по сторонам, словно в поисках выхода. Посетители, которые накануне осмелились промолчать, теперь наблюдают за происходящим, затаив дыхание. На их лицах читается смесь любопытства и вины. «Это моя закусочная», — защищаясь, сказал Рик, хотя в его голосе не было прежней убежденности. «Я имею право обслуживать, кого хочу». Маркус подошел на шаг ближе. Его голос понизился, но не потерял своей напористости. «Вот тут ты ошибаешься. Это не просто твоя закусочная. Это часть нашего сообщества, и ваши действия отражаются на всех нас. Вы думаете, что поддерживаете какое-то наследие, но все, что вы делаете, это увековечиваете ненависть и разделение». Последовавшая тишина была оглушительной. Рик уставился на Маркуса, и его бравада улетучилась, когда он осознал масштаб своих действий. Но Маркус еще не закончил. «Я здесь не для того, чтобы разрушить твой бизнес. Рик», — продолжил Маркус, — «я здесь, потому что это возможность для тебя. Ради этого города, ради всех, кто смотрит на нас. Ты можешь стать лучше. Ты можешь разорвать порочный круг предрассудков, которые передались тебе по наследству». Рик открыл рот, чтобы ответить, но прежде чем он успел это сделать, Маркус повернулся к толпе. «Дело не только в Рике», — сказал он, и его голос был слышен в каждом уголке закусочной. «Дело во всех нас. Каким сообществом мы хотим быть? Таким, в котором ненависть только усиливается, или таким, в котором мы держимся вместе? Даже когда это неудобно, выбор остается за нами». Слова повисли в воздухе, как вызов и призыв к действию. Впервые Рик увидел лица своих клиентов, не просто как постоянных клиентов, а как людей, которые ждали, что он сделает выбор. Когда Маркус и Дэвид вышли из закусочной, толпа расступилась перед ними. На лицах их было написано уважение и задумчивость. В этот момент семена перемен были посеяны, и хотя дальнейший путь будет трудным, фундамент был заложен. Маркус повернулся к отцу и положил руку ему на плечо. «Это еще не конец. Папа», — сказал он с легкой решительной улыбкой, — «это только начало».
Недели, последовавшие за стычкой Маркуса Джонсона в закусочной Рика, были какими угодно, но только не тихими. Этот инцидент прокатился по маленькому городку подобно камню, брошенному в тихую воду, подняв на поверхность давно назревавшие проблемы предрассудков и раскола. Для одних это был момент расплаты, для других – призыв к действию. Рик Хендерсон оказался в эпицентре бури. В его некогда процветающей закусочной стало пугающе тихо, обычный шум деятельности сменился тревожной тишиной. Давние посетители избегали этого заведения, не желая быть связанными с негативной реакцией на его действия. Рика мучило отсутствие знакомых лиц, но именно чувство вины не давало ему уснуть по ночам. Однажды вечером Рик сидел один в своей закусочной, и только тихое жужжание холодильника составляло ему компанию. Солнце опустилось за горизонт, отбрасывая длинные тени на пустые прилавки. На стойке перед ним лежал конверт с предложением, на которое намекал Маркус, официальным предложением купить закусочную и перепрофилировать ее во что-то новое. Предложение было щедрым, больше, чем стоил бизнес, но принять его означало бы признать, что он был неправ. Руки Рика дрожали, когда он держал газету, а в мыслях царил хаос из гордости, страха и неуверенности. Его отец собственноручно построил эту закусочную и научил Рика всему, что сам знал о ведении бизнеса. Но вместе с уроками упорного труда и обслуживания клиентов в наследство пришло негласное предубеждение. Передаваемое по наследству как семейная реликвия, Рик никогда не сомневался в этом до сих пор. Пока он рассматривал предложение, колокольчик над дверью тихо звякнул, отвлекая его от размышлений. Он поднял глаза и увидел Дэвида Джонсона, стоящего в дверном проеме. Его силуэт был очерчен светом уличных фонарей снаружи. У Рика перехватило горло, он не видел Дэвида с того рокового дня. «Не возражаешь, если я присяду?» — спросил Дэвид спокойным, но твердым голосом. Рик кивнул, и в его словах смешались гордость и чувство вины. Дэвид опустился на табурет у стойки, его поза была расслабленной, но взгляд спокойным. «Я много думал о том, что произошло. Дэвид начал не только о том, что вы сказали, но и о том, что это значит для вас, для меня, для этого города». Рик отвел взгляд, тяжесть слов Дэвида тяжело легла ему на плечи. «Я не знаю, как это исправить», — признался он, понизив голос почти до шепота. «Я даже не знаю, с чего начать. Ты действительно думаешь, что люди простят меня?» — спросил Рик. В его голосе послышалась уязвленность. Выражение лица Дэвида смягчилось. Прощение дается нелегко. Рик, его нужно заслужить. Но если вы захотите попробовать, по-настоящему попробовать, вы, возможно, обнаружите, что это сообщество более готово к переменам, чем вы думаете. Двое мужчин некоторое время сидели молча, и гул холодильника заполнял пространство между ними. Наконец, Рик потянулся за ним и подвинул его через прилавок к Дэвиду. «Я подпишу это», — тихо сказал Рик. «Но только если ты пообещаешь мне одну вещь». Дэвид приподнял бровь. «И что же это такое? Что это место станет чем-то хорошим? Чем-то, что исцеляет, а не разделяет?» Губы Дэвида изогнулись в легкой понимающей улыбке. «Даю вам слово, о превращении закусочной Рика в Unity House заговорил весь город». Под руководством Маркуса Джонсона сообщество сплотилось вокруг проекта. Волонтеры из разных слоев общества собрались вместе, чтобы перекрасить стены, заменить изношенную мебель и вдохнуть новую жизнь в пространство. То, что когда-то было символом разделения, постепенно становилось маяком надежды. Unity House был не просто закусочной. Это был общественный центр.
Стены были украшены фотографиями и памятными вещами в честь ветеранов, борцов за гражданские права и местных героев. На дальней стене была нарисована фреска, изображающая людей всех рас и происхождения, стоящих плечом к плечу. Их лица светились решимостью и надеждой. Торжественное открытие состоялось ясным субботним утром. Улицы перед закусочной были заполнены людьми, их болтовня была наполнена предвкушением. В центре всего этого стояли Дэвид и Маркус Джонсоны. Их присутствие свидетельствовало о силе упорства и всепрощения. Когда двери наконец открылись, толпа хлынула внутрь, желая увидеть преображение. В воздухе витал запах свежего кофе и теплого печенья, а звуки смеха сменили тяжелую тишину, которая когда-то царила в помещении. Рик стоял на кухне, нервно вытирая руки о фартук. Он согласился остаться поваром, и это решение в равной степени обескуражило и искупило его вину. Когда Маркус подошел к нему, Рик выпрямился, едва скрывая волнение. «Ты поступаешь правильно». «Рик», — сказал Маркус ровным голосом, — «это все, о чем может попросить любой человек». Рик кивнул, комок в горле мешал ему говорить. «Спасибо, что дали мне шанс все исправить». День шел своим чередом, Юнити Хаус оживал, незнакомые люди сидели за одним столом, ветераны рассказывали истории о своей службе, а дети играли в недавно созданном читальном уголке. Царила атмосфера единства, ощутимый сдвиг в городе, который когда-то был разделен на две части. Ближе к концу дня Рик вышел из кухни и остановился в углу комнаты. Рассматривая все это, он заметил Дэвида, сидящего за столиком с группой ветеранов, и его смех смешивался с их смехом остальных. Их взгляды встретились, и Дэвид поднял бокал, произнося безмолвный тост. Рик кивнул, и легкая улыбка пробилась сквозь напряжение на его лице. В этот момент Рик почувствовал то, чего не испытывал уже много лет. Надежду. Надежду на то, что перемены возможны. Надежду на то, что искупление не за горами. И надеемся, что вместе они смогут построить будущее, в котором у каждого будет место за столом переговоров. Мы надеемся, что это вдохновило вас поверить в силу прощения и важность отстаивания справедливости. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь ею и подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше проникновенных рассказов, которые напоминают нам о красоте сопереживания и понимания. Ваша поддержка помогает нам продолжать делиться важными историями. Увидимся в следующем эпизоде.